Приветствую всех на канале Ульяна Шьет. Настало время подготовки к холодному сезону. Уже который год костюмы из футера с начесом стали базой нашего и детского гардероба. В видео покажу, какие приемы я использую в пошиве футера на бытовой машинке и оверлоке. Первый прием – уменьшить толщину швов. Футер полотно объемное, плотное, поэтому вот такая толщина даже под лапку оверлока может с трудом войти. Эти толстые места я просто приутюживаю. Уменьшение толщины требует места расположения карманов, места капюшона с нахлестом, места манжет, если они раскраиваются из основного футера, а также место пришивания кармана кенгуру на худи. Вверху приутюженные, как бы спрессованные срезы. Видно, что они примерно в 2 раза тоньше. Второй прием – дать дополнительную строчку на машинке во избежание стрелок, которые могут пойти вдоль швов. Дважды сталкивалась с такой проблемой. Производители и поставщики полотен говорят, что это от пересушенности футера. Не соблюдены технологические процессы, либо чаще всего процессы хранения ткани. А поскольку проследить эти процессы невозможно, то прибегаю к этому способу. Третий прием – выровнять все срезы. Четвертый прием – убрать нож, если это возможно в вашем оверлоке, чтобы меньше было пыли, актуально для аллергиков. И сначала стачиваю швы на оверлоке. Пятый прием. Использую трикотажные иглы, как для машинки, так и для оверлока. И вот теперь прокладываю строчку с длиной стежка 3 в полумиллиметре от игольных строчек оверлока. Способ проверен на нескольких костюмах. После такой строчки закрепки стрелки уже не образуются. Напишите в комментариях, попадался ли вам пересушенный футер. Шестой прием – это срезать припуски в самых толстых местах. Стыки швов в манжетах, особенно если они из футера выполняются, в капюшонах с захлестом и так далее. Седьмой прием не обязательный. При отстрочке футера я использую вот такую лапку G. Регулируя колесиком расстояние строчки от шва, я выбираю такое оптимальное, чтобы строчка проходила по самому краю оверлочной строчки. И тогда с изнанки получается вот такая красота. Лапку для этих целей можно использовать любую подручную. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч, пока-пока.